Всем здравствуйте! Сегодня я связала вот такого маленького красивого снеговичка. Как всегда, показываю со всех сторон. Снеговик цельно вязаный, такой маленький брелочек получается. Вяжем снизу, вывязываем ножки, ручки, голову. Привязываем носик, морковку и вывязываем шапку. И снеговик, можно сказать, что готов. Далее приклеиваем глазки, оформляем вот помпончиками и можно связать вот такой шарфик. Можно и без шарфика. Так снеговик смотрится без шарфика. Игрушка небольшая. По подобной схеме мы с вами уже связали много игрушек. Сейчас я их покажу. Это вот такой медвежонок и олененок. Вот связаны. И еще мы с вами вязали вот такого гринча. Нижняя часть вяжется так же, как у снеговичка. Здесь немного по-другому ручки вывязываются. И больше немного голова. Вот такие мастер-классы у меня есть уже на канале. Я оставлю ссылки на видео и под видео. Если вам понравилось, переходите и вяжите. Сегодня мы с вами свяжем вот такого снеговичка. Еще покажу его по сантиметрам, потому что не показала. Вот 8 сантиметров. Игрушечка маленькая, можно одеть карабин и будет такой красивый маленький зимний новогодний брелочек. И давайте вместе с вами сегодня свяжем вот такую красоту. Для снеговика я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и вязать буду крючком 4 миллиметра. Берем белый цвет и начинаем вязать снизу вверх. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду нужно в каждый столбик провязать по прибавке, но в этом ряду мы еще вывязываем ножки. Потому провязываем первая прибавка, вторая прибавка. Теперь вяжем ножку, 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1 столбик с накидом, второй, третий, общая вершина. И 1 столбик без накида провязываем в этот же столбик, откуда вывязывали ножки, так как нам нужно провязать по прибавке в каждый столбик. Следующий столбик вяжем прибавку. Теперь после прибавки вывязываем вторую ножку, 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2 и 3. Общая вершина. И в этот же столбик, откуда вывязали ножку, провязываем еще 1 столбик без накида. Остался 1 столбик, в него вяжем прибавку. Получилось 12 столбиков. Третий ряд. Провязываем 12 столбиков без изменения.
Довязываем их до конца ряда. Четвертый ряд. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вяжем руку. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3 столбика с накидом и общая вершина. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Вывязываем вторую ручку. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3 столбика с накидом и общая вершина. И довязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3. 12 столбиков без изменения. Пятый ряд. 2 столбика. 1, 2. Убавка. Повторяем 3 раза. В конце пятого ряда будет 9 столбиков. И можно взять наполнитель, наполнить наполнителем. Шестой ряд. 9 прибавок подряд. Довязываем до конца ряда. В конце шестого ряда 18 столбиков. 2 ряда, 7 и 8 провязали по 18 столбиков. 9 ряд. Вяжем 1 столбик и убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 9 ряда 12 столбиков. Теперь возьмем оранжевую пряжу, свяжем носик, оставляем такой хвостик, набираем 2 воздушные петли, во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик. Вот получается такая морковка носик. Отрезаем эту ниточку, делаем закрепку. И теперь вот так определяем место, где должен располагаться носик, морковка. И вот захватываем хвостик. И поднимаемся на ряд выше. Вот смотрим, чтобы все нас устраивало. И завязываем эти хвостики на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. И вот последний столбик. В 9 ряду довязываем не до конца, переходим на цвет шапки. И вяжем 12 столбиков за заднюю стенку. Так как за переднюю потом еще сделаем обвязочку. Довязываем так до конца ряда. Белую нить отрезаем, связываем вместе с голубой на 2 узелка. И также я немного наполнила вот наполнителем.
11 ряд тоже провязываем 12 столбиков. Довязываем их до конца ряда. И сейчас сделаем обвязку. Я беру пряжу Alize Softy контрастного цвета, так как белую будет не видно. Присоединяю и обвязываю соединительными столбиками. Пряжу не затягиваю, так как она немного тоньше основной пряжи. И потом 2 хвостика выведу в середину и свяжу на 2 узелка. 12 ряд тоже провязываем 12 столбиков. Довязываем их до маркера. 13 ряд, 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 3 раза. В конце 13 ряда 9 столбиков. И вот еще 14, 15 ряды тоже провязали по 9 столбиков. Также наполняем наполнителем вот по вот эту желтую обвязку я наполнила, а далее оставляем вот пустым, не наполняем. И 16 ряд, 1 столбик и убавка. Повторяем так 3 раза. В конце 16 ряда будет 6 столбиков. И еще один 17 ряд тоже провязываем 6 столбиков. Теперь ниточку отрезаем, закрепляем и сейчас спрячем эту дырочку. Вот за переднюю стенку каждого столбика и теперь затягиваем. Далее будем складывать вот так пополам и этой же ниточкой вот пришивать. И вот так несколько стежков пришиваем. А на кончик шапки можно приклеить любой бубончик, какой у вас есть. Или любое украшение. Снежинку или что у вас есть. Делаем узелок и прячем эту ниточку в середину изделия. И вот у меня был такой помпончик маленький, и я его сюда приклеила. Также из пряжи Jeans Yarn Art связала вот такой шарфик и тоже приклеила маленькие помпончики. И вот так теперь завязываем. Шарфик это цепочка из воздушных петель и обвязана столбиками без накида. Так, завязали и получился такой вот снеговик. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!